Принцип как улица, дом, квартира. Примерно Абсолютно. так аналогию Адрес, провести, да? кому она есть. Адресная система. Абсолютно такое, да. Большое место в нашей компании занимает логистика, складская и транспортная, поэтому мы без этого никуда. Маленькие коробочки – это Major Express. Это как раз срочные грузы, которые идут по нашим филиалам сразу непосредственно клиенту. Если она будет ломаться, вам это невыгодно. Вы не заработаете ничего. И мы не заработаем, да. И в будущем мы с этим поставщиком, наверное, не захотим работать. Мы это развозим по всем абсолютно складам, то есть это, так сказать, как хлебушек, это должно быть всегда в наличии. Константин Фролов. Про технику, про предприятия, про людей. Друзья, добрый день. Я в гостях у компании Техстройконтракт. Сегодня мы вам покажем, наверное, самый оборудованный склад запчастей в России. Из тех, что я видел, компания Техстройконтракт занимается поставками запчастей и спецтехники различной. И Михаил нам сегодня покажет склад с точки зрения логистики и организации логистических всех цепочек. Да, пройдемте. Здесь 15 тысяч квадратных метров принадлежат нам. Здание, вообще весь комплекс это 70 тысяч квадратных метров. Ходите. Это начало склада. Какие размеры здесь? Вот этот квадрат это 10 тысяч квадратных метров. За той стеной еще 5. Здесь зона приемки разгрузки с той стороны. С этой стороны комплектование грузов и отгрузка клиентам, транспортным компаниям. Мы сейчас расскажем именно с точки зрения, как все здесь организовано. Ну да. Потом, наверное, мы расскажем, какие запчасти поставляются, каких брендов. То есть поэтому у кого есть спецтехника, кто ищет комплектацию, расходники для нее, оставайтесь с нами. Будет полезно. Будет интересно. Это зона приемки. Сюда разгружаются грузы, приезжающие из-за границы, из России, откуда угодно. Вот здесь это зона разгрузки, после чего наши специалисты приемки начинают процесс визуального осмотра. Принимают по количеству, ассортименту, по качеству. После того, как они провели свою работу, на запчасти появляется этикетка с присвоенной партией, серийным номером, оригинальным номером запчасти. Ну, Вот. так называемое штрих-кодирование, да? Да, штрих-код, присваивается штрих-код. После того, как они приняли груз, он попадает сюда, в зону отправки в хранение. То есть тут даже вес указывается. Да, это базовая информация, без которой мы не можем. Это размеры, объем и масса. Ребята получают задание на терминал о том, что надо отсюда забрать груз. Задание указывает, откуда надо забрать и куда это все привезти. То есть тут есть зоны хранения для мелких товаров, которые подбираются руками. Это зона мезонина. Ну, это многоэтажный склад, в котором подбор происходит руками. То есть здесь люди забирают отсюда то, что им требуется по заданию. Сканирует, она подтверждает, что это именно та запчасть. Здесь адреса, они начинаются с этажа, с ряда, потом с уровня, вот, и заканчивая уже конкретным местом. Принцип как улица, дом, квартира. Примерно Абсолютно. так аналогию Адрес, провести, да? кому она есть. Адресная система. Абсолютно такое, да. Очень похоже. Зона полочного хранения. Здесь хранятся товары, которые уже не подбираются просто руками, они подбираются с помощью специальной техники складской. У оператора появляется задание на терминале, и он вот также находит место на основании адреса, приезжает, забирает товар с палета и увозит в зону комплектования. Тут работают погрузчики и штабелеры, и еще такие транспортировочные тележки. Вот. Электрические. Здесь примерно хранится 17 тысяч тонн грузов. Вот, и В количестве, если... в количестве сложно сказать, ну тут миллионы, ну где-то 100 тысяч SKU, вот, уникальных номеров. Ну, Вот, по это запчастям. уникальный номер, соответственно, их по несколько позиций, Да, и их, конечно же, будет больше. Зоны хранения больших грузов, таких как двигатели. Я смотрю, Вичай здесь, да? Да, Вичай, это наш поставщик. Мы не сказали, что Техстройконтракт – это компания, которая специализируется на поставках. Дорожно-строительная, карьерная. У нас очень много клиентов, которые занимаются добычей угля, добычей золота, нефти, вот, других полезных ископаемых. Поэтому да, это в общем-то техника. Ну и в то же время есть еще и сфера ЖКХ, и строители дорог, строители домов. То есть очень такой широкий спектр потребителей. Как вы сейчас вот в период введения санкций такой огромный перечень запчастей поддерживает? На самом деле очень было много
ожиданий, что случится страшное, что мы можем потерять в объемах, все-таки кризисная ситуация, а получается, что объемы растут. Выросли примерно в 2 раза за этот период. Вот. Ну, все равно, наверное, европейские и американские бренды уходят, а больше идет замена на южнокорейские, да, и китайские. Вообще, на самом деле, даже европейцы работают, так или иначе Продолжают. пытаются, да. Пытаются найти какие-нибудь возможности совместно с нами, поэтому, в общем-то, как-то все двигается. Мы сами эксплуатируем технику, у нас большой арендный парк, потребителей этой техники наш арендный департамент. Поэтому мы очень хорошо знаем, как тут все это живет на технике. То есть вы непосредственно, мало того, что поставляете технику, вы ее еще сами эксплуатируете. Аренда у нас очень давно, вот, а сейчас появилось и производство. Более того, мы еще добычей угля занимаемся Тоже на подряде. Да, это уже на Сахалине, и это тоже отдельный проект, очень большой. Вот, сейчас уже и на Кузбассе, поэтому тоже развиваются другие направления, в которых техника, которую мы продаем, мы ее эксплуатируем, мы ее обслуживаем своими силами и своими же запчастями. То есть у нас вот получается такая компания полного цикла. И вы, соответственно, это вам дает огромный плюс, вы в ней начинаете лучше разбираться, знаете ее сильные и слабые стороны. Поэтому, да, компетенции растут. То есть мы понимаем, как эту технику эксплуатировать, в каких условиях она у нас эксплуатируется и как эти запчасти себя ведут. Вот у нас, значит, новый тип хранения. Если я вам рассказываю по складу, хотелось бы, да, обратить внимание, что это вот консольный стеллаж. Тип хранения очень редко используется на складах, но в нашем случае это просто необходимость, поскольку вот такие вот длинномеры, да, вот, их не разместить никак. Если не брать европейцев, японцев, американцев, корейские поставщики, китайские поставщики, кто больше все-таки долю занимает именно у вас на складе? Из-за специфики того, что большая часть ходовой производится в Китае, все-таки китайцев больше. То есть ходовая даже на корейскую технику в Китае На производится? корейскую, на европейскую, они на самом деле даже на своей производственной сборочной линии покупают китайскую ходовую. Поэтому она и туда поставляется, и в Россию мы ее покупаем. Вот эти вот стеллажи, которые мы здесь используем, на самом деле это самые большие, которые только можно было произвести в России. Я так понимаю, здесь же ведь сложность-то в том, что тут огромная масса на них. Правильно? Вот да, это, конечно, основной параметр, несущая способность стеллажей. Да. 17 тысяч тонн, вы сказали, всего же, да? тут? Да. То, что касается того, что лежит на стеллажах, это, наверное, где-то половина, потому что ходовая, которая занимает большую долю вот в этой массе, она вот в той части хранения, мы к ней еще подойдем. Я напомню, расскажем. что у нас в рамках этого ролика еще будут специалисты, которые пройдутся именно по номенклатуре. Товароведы. Поэтому вы не переключайтесь. Это получается у нас напольное хранение, такая зона. На стеллаж страшно складывать. Это невозможно, Даже на хранить. очень крепкие, да? Да, это хранится. Но это и в таком погрузчик, режиме. наверное, не поднимет. Или поднимаем? Только по одной, да. По одной поднимаем. Слушайте, наверное, метр в диаметре, если не больше, да? Да, как хороший стол круглый. Угу. Ну да, как вы видите, вот зона напольного хранения, это, наверное, где-то 40% вот этого помещения. Но это как раз и говорит о том, что у нас вот специализация на ходовой, которую мы возим в Россию для клиентов. Тут у нас Смотри, даже большой- стекла есть. Вот тут да, у вас стекла разные. очень неудобно хранить на стеллажах, поэтому их приходится хранить вот в таких. Наверное, опасно, специально- разбиться могут, да? Да, очень хрупкий товар. Вот здесь вот были попытки организовать стеллажное хранение, но как-то вот получилось. Я что-то. смотрю, так предусмотрительно, Да, да. мягоньким обмотали, да? Это уже, видимо, сами дорабатывали. Это центральный склад. То есть это еще Вот. не один склад, да? То Да, есть есть- у нас по размеру такой же находки, вернее, 10 тысяч квадратных метров, здесь все-таки 15. Вот, он сейчас реконструируется. Вот, а вообще складов 80. 80 России. складов. 80. Но это именно у ваших складов или это у дилеров ваших? У нас филиальная сеть, то есть у филиальная. нас развитие не через дилеров, а через филиалы. Через поэтому- собственные филиалы. Через собственные филиалы, поэтому все склады наши. Это наше хозяйство складское, да. Большая логистика. Вот. Большое место в нашей компании занимает логистика, складская и транспортная, поэтому мы без этого никуда. А вот это что такое вот интересное? Что-то била ротора дробилки. Ух Это ты. дробилка. Сколько людей обслуживает этот склад? На самом деле тут работает у нас 17 человек в смене. Из них вот именно на складе, остальное это персонал, который работает за компьютером. На складе примерно 12 человек в смене.
Мне кажется, это ведь немного совсем, да, для таких объемов. Ну, тут, понимаете, тут помогает складская система ВМС. Это система, которая позволяет оптимизировать работу сотрудников. Они получают задание не просто так, оно падает именно тому сотруднику, который обслуживает именно такую зону хранения, и задание приходит в том порядке, в котором его удобно подбирать. На самом деле хотелось еще заметить, что при приемке происходит дефектовка, и вот это вот результат дефектовки при приемке. То есть, вот это все, что по каким-то рекламациям потом либо уйдет поставщику, либо будет с ним согласовано, и вот сейчас товароведы работают с этим. В каждой из этих запчастей что-то не так. А по каким принципам идет дефектовка? Ну, визуальный осмотр. Визуальный, но этого достаточно для многих запчастей. Безусловно, сложное оборудование мы здесь отдефектовать не можем, но вот запчасти, пожалуйста. Напротив каждых ворот здесь можно принять фуру, ее разместить. Ну Поэтому это максимально- можно. А вот на сегодняшний момент сколько принимается грузов в день? Если по фурам считать, ну, наверное, с десяток. 10 фур. Ну, Да. 10 фур, 20 тонн, 200 тонн груза получается. И уходит примерно столько же. То есть вот Каждый такой вот день. баланс, да. А этот охрана смотрит за перемещением? Нет, Нет? это у нас контролеры, которые считают склад. У них каждый день задача пересчитать какой-нибудь из стеллажей и внести корректировки в систему. И такая постоянная инвентаризация происходит, она бесконечная, бесшовная. Упаковка груза конечному клиенту, она происходит здесь же, где идет и приемка? Нет, это две зоны, которые расположены рядом. В зоне отгрузки у нас есть так называемые дорожки. Вот эта дорожка, на которой располагается груз для одной отправки, для одного клиента, для одного заказа. Его здесь собирают сборщики с места хранения. Дальше контролеры проверяют качество подбора и после этого упаковывают груз. Вот это вот разные отправки на дорожке отправляются как целые фуры, так и вот маленькие заказы. Вот эта вот дорожка номер 124.5. Вот, все, что вот до нее, это относится к определенному заказу, который в системе привязан к этой дорожке. Когда происходит подборка какого-то вот совсем мелкого товара, чтобы можно было потом зафиксировать. Вот. То есть спорные вопросы какие-то, Да. если будут возникать, то это все на сервере хранится. Да, эта информация действительно есть на сервере. Вот это все заказы, которые на текущий момент обрабатываются нашими кладовщиками. Зеленый цвет — это готовая стадия. И вот если стоит дата, время, то, собственно, зафиксирована дата и время. Упаковано, дальше отгружено. На текущий момент, видите, еще очень немного отгружено, потому что начало дня. А мне было интересно всегда, вот эти штуки как работают? Терминал сбора данных, так называемый. Это вот как раз то, что штрих-код Да. считывает. На да? него приходит задание. Вот. И задание тоже на него получается. На него приходит задание, которое человек получает, указано, куда идти и что забирать. Человек, когда приходит, он сканирует складское место, сначала сканирует, а потом сканирует то, что он забирает. Все это складывает в мобильное место хранения, тоже сканирует его и привозит сюда уже в зону отгрузки. И, соответственно, в процессе сканирования прибор передает Wi-Fi Да, это сигнал. все сразу переходит в систему, это онлайн. За сколько лет пришли к такому складу и вот к такой системе организации? Ну, началось все в 98-м. Склад тогда был маленький, наемный, примерно 300 квадратных метров, находился где-то на Калужском шоссе. Вот, там даже кладовщика не было постоянного кладовщика. Приезжали сами отгружать клиентам. Потом появились большие филиалы, такие как в Москве это Малаховка, Петрово-Дальняя, Московский регион. Где-то, наверное, в году в 13-м появилось такое стойкое ощущение, понимание, что необходим настоящий уже такой хаб, на котором принимались бы грузы от поставщиков, переупаковывались и отправлялись в филиалы. Примерно в 2017 году эту задачу мы решили в европейской части, а потом в азиатской, в находке. А вот насосная. А вот насосы, да, которые мы поставляем для карьеров. Это тоже такое отдельное направление бизнеса. Это не запчасть, но в то же время вот как бы оборудование для наших клиентов. Это когда идут вещь. какие-то подземные Когда воду или открытые тоже? открытые. Открытые, да? Но на самом деле подземные тоже, их даже в метро используют. Вот. Ага. То есть там, где начинается вода, подземные воды, и используют их. А тут я смотрю склад смазок всяких и масел, да? мы Да, перешли? здесь у нас вот этот склад, он по технике безопасности отделен вот этой стеной.
пожары и взрывозащищенная стена. Здесь специальные ворота, которые при необходимости отстреливаются. Как-то Автоматически просто специально. закрываются, да? Да, вниз опускаются. Здесь в бочках и в другой таре смазки и масла. То есть и Моторные, консистентные гидравлические, смазки, да. Трансмиссионные, наверное. Да, легкомоторные масла в упаковке по 4 литра. Ну, всякое разное от наших поставщиков. А вот ТСК это что за такое? Это, да, это масло, которое мы производим под своим брендом. То есть это техстройконтракт, По- то есть ТСК сокращенно. По сути дела, да. Константин Фролов. Про технику, про предприятия, про людей. Наталья, а вот вы сказали, какими транспортами отгружаете, а по весу примерно сколько вы в день отгрузок у вас? По массе? По массе абсолютно разное. Мы можем отгрузить в день 10 тонн, а можем 60 тонн. Даже 60. Ну, вы представляете, что такое 60 тонн? Это всего лишь 3 20-футовых контейнера. Мой склад способен в день отгружать 6 20-футовых контейнеров только на складе ГСМ. Я не беру запчасти. То есть, поэтому очень разные. Маленькие коробочки – это Major Express. Это как раз срочные грузы, которые идут по нашим филиалам сразу непосредственно клиенту. Уже оплаченные, просят как можно быстрее доставить. Вы вчера говорили, что у вас рядом находятся деловые линии, сортировочная база, да? Да. И хаб их большой, крупный. Но помимо этого у вас трудятся сотрудники еще деловых Да, линий. это у деловые линии есть специальная услуга, она называется донор. Донор? Да, так и называется донор. Потому что непосредственно сотрудники деловых линий работают здесь на складе, оформляют груз уже полностью. То есть проводят все процедуры не на складах деловых линий, а у нас. И получается, что груз сразу попадает в сортировочный центр и уже разъезжается по регионам. То есть у него нет промежуточного оформления на складах деловых линий. То есть это здорово время сэкономит. 2-3 дня. 2-3 дня. 2-3 дня каждой отгрузки. То есть вот если посмотреть, вот уже деловые линии оформили. То есть они отсканируют этот штрих-код, и этот груз уже пойдет в машину сразу. То есть сегодня вечером уже уедет по месту назначения в город Пенза. То есть и, соответственно, время, которое раньше приходило, что это все разбирали на складе, потом это все обклеивали. Сначала бы туда пришло, его бы Да. рассортировали, Да. пробаркировали. Да, обмерили, взвесили. А это все делается здесь непосредственно сотрудниками деловых линий. И груз уже уходит сразу, уже сегодня вечером будет в машинах и поедет по регионам. Это зона непосредственно клиента, который приезжает, прям сразу приехал, его набрали, отдали. Да? И там зона, когда мы упаковываем, развозим по филиалам. Вот как раз очень интересное масло, наше ТСК. Бочки проложены, чтобы они, не дай бог, не повредились, не помялись при перевозке. Обратите внимание, они даже зафиксированы на палетах. То есть, когда бочка должна пройти при тряске 8-9 тысяч километров, она придет идеальная. Ну, это, конечно, очень здорово. Вот это первый раз, когда я вижу, чтобы так бочки упаковывали. Просто ребята молодцы, хочется сказать им большое спасибо. Схема такая. Мы можем отправлять непосредственно клиенту, какой транспортной компании хочет клиент. Вот. Мы можем отправлять в наши филиалы, и уже клиент сам забирает из филиалов. Именно здесь мы в нашем офисе задаем работу склада. То есть здесь у нас финдиспетчера, логисты. Именно логисты задают работу склада. То есть наш бэк-офис, который в центральном офисе, он нам создает доставки постоянно. Вот сейчас перед вами, обратите внимание, это один из наших любимых и самых популярных видов продукции, это гидромолоты. Такие большие гидромолоты. Ну, во-первых, я там увидел обозначение «Вектор», да? То есть что производство это? Вот именно данные молотки мы поставляем под своим собственным брендом уже где-то с 2014-2015 года. Мы пошли по пути многих мировых производителей, которые используют свой бренд и развивают его для того, чтобы сохранять какую-то эксклюзивность. Но мы можем сказать, что это молотки российского производства? Не совсем. По данным молоткам мы действительно сотрудничаем с очень надежной компанией.
Эти молотки являются, скажем так, образцом качественной работы импортных поставщиков и российских специалистов. По всей стране работают наши экскаваторы, и в том числе с навесным оборудованием. И вот в первую очередь, конечно, когда мы начинаем с кем-то работать, когда мы не уверены или хотим понять, что это за поставщик, мы начинаем работу на своих машинах, на своей технике. Да, мы пробуем какие-то агрегаты по навесному оборудованию, пробуем их в работе, в реальных условиях, чтобы самое важное для чего? Это наша техника, это наши расходы, это наши убытки в случае чего. И это наш разговор с поставщиком в понятно. дальнейшем. Если она будет ломаться, вам это невыгодно, вы не заработаете ничего. И мы не заработаем, да. И в будущем мы с этим поставщиком, наверное, не захотим работать. Одно из наших любимых направлений – это гидровращатели на тяжелые машины. Мы про экскаватор говорим, да? Да, да. И вот здесь вот, например, представлен один из до сих пор европейских брендов оборудования. Это гидровращатели итальянского производителя Гидро. Очень популярные уже порядка, наверное, больше 12-13 лет гидровращатели. Используются они для бурения скважин. И как показал опыт поставок, эксплуатации, они чаще всего используются именно в северных регионах. Там, где необходимо делать скважины под обсадку труб. У нас есть сервисные службы, которые обеспечивают самую главную вещь. Это сборку базовой машины с навесным оборудованием. Вот. Это крайне важный и крайне принципиальный момент, который позволяет заказчику быть уверенным в том, что этот симбиоз навесного оборудования и техники, он будет работать. Он будет надежным, он будет качественным и долговечным. Давай вообще перечислим, то есть какое навесное на экскаватор на сегодняшний день доступно, такое наиболее распространенное. Долго не думая, это, конечно же, самый распространенный гидромолоты. Используется Вот везде, да, то, что мы с вами видели. Гидробуры для бурения скважин, вибропогружатели, коммунальное оборудование. Там огромный ассортимент. Там коммунальные на экскаваторы? На экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики. Вот это, да, правильно вы акцентировали. Вот, там огромный ассортимент. Там и щетки дорожные, и фрезы для снятия асфальта, и отвалы снегоуборочные, быстросъемные устройства, чтобы всю эту навеску менять более быстро и легко. Касаемо фронтальных погрузчиков, мы также представляем очень большую линейку Hyundai и Shantuй. Это могут быть как палетные вилы, бревнозахваты, ковши различной емкости, в том числе и для скальных пород, тяжелые ковши, легкие ковши увеличенного объема для каких-то сыпучих грунтов, и ковши с дополнительной трапецией для выгрузки, гуськи для блоков, каких-то для перемещения грузов фронтальным погрузчиком. Вот давайте я покажу вам один из примеров еще тогда шведского, некогда, которое было поставлено в Россию, шведского оборудования, очень качественного, и проведем некий сравнительный анализ, да, вот на нашем опыте, как изменилась ситуация. Здесь показан вот пример большого тяжелого бревнозахвата. Это ABL, известная шведская фирма, безусловно, один из лидеров в своем сегменте. Это называется мульчер. Мульчер. Их сейчас производят и в России. Мы представляем итальянского производителя Osmo. Вот этот вот мульчер, я так думаю, наверное, уйдет в один из наших филиалов и будет установлен на машину. Слушай, ну а мульчер, вот он используется-то больше для чего? То есть я понимаю, что он, выкорчевывает. Выкорчевывает удаление растительности, да. Но это где? Это где-то линии электропередач какие-то чистить? Чаще всего, да. Где нужно расчистить лесополосу для работ, да. Либо вдоль дороги, либо для прокладки установки линии электропередач. Это вот для какого-то погрузчика, да? Это на экскаватор-погрузчик для уборки, как раз для уборки снега. Такой коммунальный отвал, скажем так, общее название, коммунальный отвал, снегоуборочный отвал. Тут такая резина толстая прям. Да. И опять знакомый лейбл у меня тут. Кто знает, догадается, да? Ну здесь же, кстати, у вас в Москве делают. Да. Есть часть навесного оборудования, которое мы можем спокойно хранить на улице. Она не требует специфических условий. Температурный режим, само собой, тоже не так важен. Поэтому, например, чтобы не захламлять склад, мы используем
еще и уличная территория для хранения ковшей. Ну, получается, Hyundai, да? Да, вот эти Смотри, ковши, как у них грамотно сделано. То есть они, получается, ту часть, куда палец будет вставляться, там у Чтобы них не смазка, заржавело. да, чтобы Да, не там да. смазка и специальным заклеено накладками липкими, как скотч. Молодцы. что касается ковшей, здесь точно так же мы используем принцип наиболее максимального наполнения широкого ассортимента этой То продукции. есть разного объема у вас здесь Да, ковши, да, разного объема, разной ширины, чтобы заинтересовать клиента, чтобы удержать клиента именно в нашей компании, мы используем максимально возможный ассортимент там, в одном даже виде продукции, там, как гидромолоты. То есть это и китайские производители, это и совместная работа с отечественными заводами, это и оригинальные поставщики из других стран. Наша компания поставляет полный спектр ходовой части, начиная от мини-экскаваторов, там резиновые гусеницы маленькие на минике, до карьерных экскаваторов до 550 тонн, для бульдозеров до 110 тонн. То есть абсолютно полная линейка, чтобы покрыть потребности рынка. Объясню в нескольких словах, что представляет бизнес ходовой части в нашей компании. Его нужно сегментировать на 3 части. Первая часть – это бизнес средней техники, экскаваторов от 0 до 45-50 тонн. Мы испытали, наверное, порядка 20-30 брендов опять же, на этот класс экскаваторов 20, 30, 40 тонн. Основной наш поставщик – это компания, поставляющая под брендом ТК ходовую для среднего класса. То есть наш оборот с этой компанией примерно 25 контейнеров в месяц. То есть это в районе 500 тонн готовой продукции в месяц. Вот. Мы это развозим по всем абсолютно складам, то есть это, так сказать, как хлебушек, это должно быть всегда в наличии, потому что у компаний, эксплуатирующих 20-тонный экскаватор, так особого горизонта планирования нет. У них вылетело, они должны по месту купить. Поэтому здесь мы обеспечиваем в первую очередь наличие. Можно сказать пару слов про второй сегмент ходовой части. Это бульдозерная техника. Бульдозера от 20 тонн до 40. Мы также пробовали разные бренды. Есть бренды дешевле, есть бренды дороже. Но основным показателем качества ходовой части является конечная стоимость ее эксплуатации. 1 часа либо 1 куба горной массы. Так вот, оригинальное качество шантуй, оригинальная ходовая шантуй, полностью отвечает этим требованиям. На гусенице с жидким шарниром мы предлагаем гарантию 4000 моточасов, либо год, что наступит ранее. Артем, пока не забыл, расскажи, пожалуйста, вообще перечисли детали, давай их, может быть, покажем зрителям, те, которые относятся к ходовой. И вот ты еще сказал интересный термин «жидкий шарнир». Мне стало любопытно, я хочу посмотреть. Я знаю, что, допустим, катки бывают на балансирах, да, у входовки, у некоторой техники. Вот, кстати, тоже, если есть, покажи. А что такое жидкий шарнир? Не знаю. В основном цепи бывает 2 типов. Основное их отличие – это шарнир. То есть вот это место – Ну, это это шарнир. цепь, которая как раз вот, получается, прикручивается уже вот Да, эти вот... к ней прикручиваются башмаки. Вот этот башмак называется, Это да? башмак. Мгм. Это одноребровый башмак. Там мы дальше посмотрим 3-ребровый. Давай, вот цепь. Вот вся фишка, так сказать, вот в этом шарнире. То есть внутри палец и втулка. Вот это самая обычная экскаваторная цепь. Это шарнир с консистентной смазкой. По-русски в этом обычный литол, солидол Ну, то есть между пальцем и вот этой и втулкой есть консистентная смазка. смазка. Мгм. Это простейшая цепь, используется на экскаваторах и на легких бульдозерах. Другой тип шарнира – это шарнир с жидкой смазкой. То есть внутри есть в пальце просверлена полость, Мгм. который является резервуаром для масла. Там уже не консистентная смазка, а масло. Вот палец с этой стороны, он сплошной, скажем так, а вот с той стороны в нем стоит заглушка. Все понял. Вот эта емкость Камера как раз, не где... видит, наверное, да. Да, то есть технологически в процессе производства, сборки, специальная вакуумирующая машина выкачивает воздух из шарнира, Мгм.
и потом туда вакуум засасывает масло. Слушай, и на какой срок службы там это масло? На весь срок службы, в принципе, ее можно обслуживать, то есть разбирать, переворачивать втулки. Но, как правило, никто этим не занимается. Вот, то есть он полностью до конца. Ну, насколько это тысяч моточасов, как правило? Вот Срок на эту службы? цепь мы даем 4000 моточасов гарантийно. Опять же, конечно, зависит от условий. Слушай, а в чем преимущество жидкой смазки? Сама по себе долговечней. То есть это порядка 15-20% увеличения ресурса идет. За счет лучшей смазываемости? Да. А нет риска его вытекания этой смазки? Нет, здесь используются так называемые как доуконы, уплотнения. А из чего они? Это то есть резина? металл и резина. Металлорезиновые? Да. Слушай, а по каткам еще расскажи. Вот я смотрю, тут маленький каток, да? И вот рядом в камеру навожу, то есть совсем других Да, вот размеров. это каток, это самый распространенный каток. Вот этот, это PC200, Камацу, Мгм. Заксисы, Хитачи. А, то есть они еще и 200. подходят к Да, разной они технике, да? взаимозаменяемые там. В зависимости от чего иногда катки жестко закреплены к станине, а бывает вариант, когда они, два катка на балансире. Это уже из серии бульдозеров, то есть на экскаваторов такого конструктива нет. Всегда жестко. Это всегда жестко к раме. Мгм. Потому что экскаватор по сути не ездит, его задача съехать с трала там и минимально перемещаться по площадке. Бульдозер же наоборот. То есть на легких бульдозерах, да, у них все это дело прикручено к раме неподвижно. На старых тяжелых бульдозерах тоже прикручено к раме. Вот если взять 375 второй серии, это все прикручено к раме. Но дальше, то есть изменили конструкцию, балансир на 2 катка. Это позволяет как бы обтекать какие-то препятствия и не создавать экстремальные нагрузки на один из катков. То есть нагрузка распределяется. Лучше распределяется. Соответственно, меньше нагрузки, меньше износа. Вот катки, это вот недавно у нас пришли, это итальянский производитель ITM, это катки на экскаватор весом 360 тонн. Да, это направляющее колесо, это Направляющий, да? направляющее колесо. То есть есть направляющий, есть в ведущий, народе, есть ведомый. в народе ленивец. Конкретно по ходовым частям, каждый год мы импортируем порядка 400 контейнеров из Азии. В основном это Китай, и в процентном соотношении, наверное, 85% это Китай и 15% это корейские производители. А гусеница резиновая, она больше как бы... Это для работы в городе, чтобы не портить поверхность, асфальт и так далее. Позволяет производить какие-то работы в городе. Есть также, допустим, если нужны, вот часто берут в порты у нас, в морские порты, где нужен экскаватор, он перемещается по плитам, к примеру, и так, чтобы не портить. Вот на вот этот трехребровый башмак используются резиновые накладки. Одеваются как-то, да? Да, они так сбоку двумя хомутами вот так вот крепятся. А эти цепи, они подходят не только для бульдозеров нашего производства, для экскаваторов, а и для импортных? Вот конкретно вот эта цепь, это экскаваторная цепь на 20-тонную машину. То есть она может устанавливаться на Hyundai, на Шантуй, на Камацу, на Volvo. По цепям для экскаваторов они делают от 20-тонных машин до 85-тонных машин. А для бульдозеров? Для бульдозеров они делают вообще полную линейку. То есть это от 16-тонной машины, что там есть SD-16 у Шантуя, до класса 375 машин, это 70 тонн. Мы даже вот в сегменте тяжелых бульдозеров сейчас активно занимаемся продвижением оригинальной ходовой Шантуй для бульдозеров Камацу и Caterpillar тяжелого класса. Это 70-тонные, 110-тонные машины. Вот, я только недавно вернулся как раз из Магадана, где мы презентовали нашу ходовую золотодобытчикам. Поэтому цена хорошая, интерес у всех есть, поэтому многим отдали на тестирование. То есть мы также гарантируем 4000 моточасов. То есть эта продукция пойдет на рынке на смену таким брендам, как Берка, ITM, Оригинал, Камацу, Caterpillar.
которые становятся просто неконкурентоспособными, и многие из них испытывают сложности с логистикой. Что, на мой взгляд, вас выделяет среди многих других поставщиков, вот, это все-таки то, что у вас есть своя испытательная база. Есть предприятия, которые добывают золото, предприятия, которые занимаются угледобычей, предприятия, которые сдают технику в аренду. Вот Артем говорил, и с машинистами, и без машинистов. То есть у вас Да, есть плюс опыт еще- по наработке. Плюс И- еще забыл сказать, что мы оказываем услуги как подрядчики для больших предприятий, Подрядные работы берете, да? подрядной работы. Допустим, нам ставится задача сделать вскрышу на каком-то угольном предприятии там несколько миллионов кубов. То есть мы со своей техникой, со своими операторами туда заходим и получаем как бы в плане эксплуатации незаменимый опыт. Конечно. Ну, то есть, присмотритесь к компании Техстройконтракт. Я думаю, ребятам можно доверять. То есть, это не просто купи-продай, это компания, которая Предприятие полного да, цикла, скажем так. отвечает за ту продукцию, которую она предлагает. Ладно. Всего доброго. Давай. Спасибо. До свидания. Вам развития, удачи и больше продукции нашего российского производства в вашей номенклатуре. Будем стараться. Давай. До свидания. До свидания.